Здравствуйте. Я проситель убежища в Греции. Переехал со своей семьей. Я бежал из России по причине того, что меня хотели отправить в Сирию в начале 2018 года в составе ЧВК «Вагнер». Мы являемся просителями убежища с апреля 2018 года. И наше дело до сих пор в процессе рассмотрения. Так как это Греция, все процессы происходят здесь невыносимо медленно. Никто в Греции не несет никакой ответственности ни перед кем и ни за что. А также из года в год в обществе усиливаются расистские настроения, ненависть и агрессия к беженцам и просителям убежища. Даже в государственных органах это проявляется в полной мере. Разгильдяйство, нежелание делать хоть что-нибудь, кроме того, чтобы посидеть и попить кофе, незнание законов и нежелание их соблюдать. Это относится даже к государственным структурам, таким как полиция, администрации муниципалитетов и к частным адвокатам, да и ко всему в Греции. Мы оказались выброшенными на обочину жизни. В данный момент у нас нет денег даже на еду. Почему мы находимся в такой ситуации? Во время весеннего карантина закрылось большинство компаний. Туристический поток прекратился, а Греция живет в основном туризмом. В первый карантин мы потеряли работу, все закрылось. После окончания карантина открылась лишь малая часть компаний. Большая часть компаний не открылась, так как туристы перестали приезжать на отдых из-за карантинных правил, и вследствие этого компания, где я работал, тоже закрылась. Мы поняли, что пора просить помощь у государства, так как своих сил уже не хватает. Для просителей убежища существует много организаций помощи и программ поддержки, в которые мы обращались за помощью. Но эта помощь только на бумагах и по телевизору. На самом деле ни одна программа не работает и ни одна организация не оказывает никакой помощи. Я писал на электронную почту в большое количество организаций и центров помощи беженцам и просителям убежища. Многие просто не отвечали, некоторые отвечали, что ничем не могут помочь. Также я звонил, писал в мессенджерах и лично посещал те организации, в которые я мог физически добраться. В том числе я написал 30 июля 2020 года в службу GCA. Это Greece Cash Alliance. Для того, чтобы воспользоваться программой денежной помощи беженцам и просителям убежища. Ссылка в описании на страницу с программой помощи на сайте Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. По видео вы видите, что я писал, просил помощи. Мою заявку зарегистрировали не один раз, но помощи я так никакой не получил по сей день. Как вы можете видеть на скриншотах, мне давали номер телефона, по которому я звонил неоднократно и так и не смог дозвониться. Все время там либо автоответчик. В общем, я не смог ни с кем поговорить и не смог получить какой-то помощи или информации. Вы сами прекрасно видите по скриншотам из Вайбера о том, что я просил помощь и до сих пор так ее и не получил. 3 августа мы обратились в отдел социальной помощи муниципалитета города, в котором мы живем. Вот фрагмент видео общения с сотрудником демархии, это администрация района, по вопросу предоставления помощи. Эта сотрудница отдела помощи нуждающимся позвонила в социальную службу города, сотрудник которой просто сказал, что ничем не может помочь. Также она сказала, что их офис тоже ничем не может помочь. В этом видео сотрудник администрации говорит, что мы не можем получить никакой помощи с нашими картами просителей убежища, и мы не можем подавать заявление на помощь с нашими удостоверениями личности. And we don't have nothing. No money, no job, no food, nothing. We need help. Your license ID. I think that we have made this conversation again.
With this license ID, you cannot make an application. But what we can do? What, I must die? No, I don't think that you must die. I don't have, I said it. This month I pay for rent home. I don't have money for rent home, for food. I don't have job. I don't have nothing. You can speak with the responsible of the social services. The offices are at the main road. What's the social office? What? What's the office? I don't understand. What is it? They are the higher of us. Here we're just an office that gives some help to people who have the other license, not this one. From here, I cannot do anything more. From this place here. Give me, You should please, speak. address. Yes, you should speak with someone who is higher than me. And if they have any ideas, if they have something that we can do for you, keep on. The address is I know about in Greece special programs for rent home. Government pay for. yes for people. But you have something. Who can help us? Maybe there is something that here we don't know about it. I can tell you about the programs that we give to people, not for other programs. You should go and ask at the place where you have your license. Where? Give me your license. In asylum services, nobody knows. I'm Nothing. trying to help you, and you are here for the third time. I have spoken with you 3 times again, and you are here again. At least you should understand that I cannot help you. Go and ask somewhere else. Where? This license you- at this office. At this office. This office Where don't know you have- nothing. Nothing. Okay, me neither. This is not my job. You are a part of this office, not this one. I cannot take the job of someone else because I don't know. If you want to learn what you should take, you should go and ask here. We was there. And if they don't know, I cannot help. They are But responsible. this is not normal. You understand? What I can do? Okay. The only thing that I can do is ask if you can take some food and Okay. that. Yes. Okay. If you can give me some food, okay. Give me But some there is food. no need to come here again and again and ask me for things But- that I have already told you. This is the office that should help you, not here. This phone and ask if you can make an application for taking some food to cook. Mhm. This is all I can do. With this type of license, there is nothing else from this office. Okay? Maybe you know special office for us. No, I do If not. I knew, I would tell you. Here is the third time here. Do you think if I didn't know, I wouldn't tell you? If I knew what the office that is responsible for this kind of license is in. If they don't know, we don't know neither. This is the only thing we can do from this office for you here. Дальше представлена запись, как я позвонил 11 августа в GCR. Это греческий совет по делам беженцев. В этом разговоре идет речь о помощи, и сотрудник GCR 3 или 4 раза мне говорит, что они закрыты до 15 сентября и что он ничем не может мне помочь. И что я должен позвонить после 15 сентября. А потом бросает трубку после моего вопроса, что мне делать до 15 сентября. В принципе, вы сами все услышите в аудиозаписи. Καλέσατε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. You have reached the Greek Council for Refugees. Για ελληνικά, πατήστε 1. Ναι. Hello. Yes.
I'm refugee and I need help. Sorry? I'm refugee and I need help. Which kind of help? What? Which kind of help you want? I don't know what you have. You have cash card? Yes, program. No, we don't have it here, cash card. For now, I want to tell you something. From 6th of July until 15th of September, we are closed. So if you want something, you must try after 16th of September. But I don't have now I money. tell you, food, now or... it's closed from 6th July until 15th of September. If you want to contact us, you contact after 16. And how I can leave now? Okay. For 16 I don't September. know. I don't know. I inform you. I inform you. You must know. And now you can't help. No. I told you but- from 6th July until 15th of September. If you have something, you can try to. Except you go to another organization. Try to another organization. And what the organization? I'm right everywhere. So I don't know. I'll tell you one time. This is not I interesting sent for you, you, yes? This is not your job, this is not your problem, Okay, yes? bye. Также мы обращались в русские общества Греции. Мы обращались, ходили в храмы, ходили в церкви, чтобы найти какую-то помощь, может быть, жилье или работу какую-то. Мы обращались в другие организации. Я очень много писал по электронной почте, на электронные адреса во многие организации, во многие десятки организаций. И мы так и не смогли найти никакой помощи. Абсолютно никакой помощи. 7 ноября 2020 года в Греции карантин, уже второй карантин с комендантским часом, то есть с полным запретом на выход из дома после 23:00 вечера. В связи с карантином вообще нет никакой работы и подработки. Берут только своих знакомых или родных, или работают сами. Большая часть бизнеса закрыта, и многие компании закрылись навсегда, то есть прекратили свое существование, полностью ликвидировав бизнес. Была небольшая работа по строительству у меня. Я начал радоваться, хоть будут деньги на еду. Работал месяца 2,5, деньги с горем пополам платили, но радость была недолгой. Работа закончилась, а деньги за часть выполненной мною работы мне до сих пор не заплатили. Еще должны порядка 200 евро. Человек на связь просто не выходит. Нам нужна помощь, любая помощь. У нас нет никаких вариантов. Мы не можем получить хоть какую-то помощь от государства или от людей здесь, в Греции. Это просто невозможно. Мы обращаемся везде, куда только можно, и нам никто ничем, нигде не хочет помочь. Нас все просто отсылают отговорками, отписками. Никакой помощи нет. Пожалуйста, помогите, кто чем может, иначе мы просто с голода, мы умрем здесь. Мы просто умрем. Нам нужна помощь. Может быть, кто-то может помочь с жильем или с работой. Я инженер-строитель по образованию, а моя жена архитектор и дизайнер. Мы можем работать удаленно с чертежами или выполнять другую какую-то работу. Мы прекрасно владеем автокадом, ревитом, фотошопом, CorelDRAW, Illustrator. То есть мы можем делать очень много всего, но мы не можем найти никакой работы. Нам нужна помощь. Пожалуйста, люди, помогите, или мы умрем просто. Этот YouTube-канал создан только с этой целью, чтобы попросить о помощи. Хоть как-то, где-то, кого-то. Контактная информация находится в описании под видео. Всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. И большая просьба, поставьте, пожалуйста, лайк для того, чтобы это видео смогло увидеть как можно больше людей. И по возможности распространите этот ролик.